Соединенные Штаты наносят новые удары по Ирану. Сообщается о взрывах в нескольких городах вдоль южного побережья. Тегеран может полностью перекрыть Ормузский пролив и готовит серию ответных шагов. Трамп заявил, что он занимает первое место в списке целей Ирана для ликвидации и пригрозил руководству этой страны исчезновением. Канцелярия верховного лидера Ирана впервые опубликовала кадры разрушенной резиденции Али Хаминеи, а в иракском городе Кербала проститься с ним пришли 7 миллионов человек. Как саммит НАТО стал крупной дипломатической победой Эрдогана, и почему Рютте пришлось оправдываться за свое заискивание перед Трампом. Путин пожаловался на нервную обстановку в России и призвал немедленно решить проблему с дефицитом и высокими ценами на горючее. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов сообщило о начале нанесения ударов по целям в Иране. В заявлении говорится, что операция проводится по приказу президента Дональда Трампа и направлена на дальнейшее ослабление возможностей Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе. Американское командование заявило, что Вашингтон возлагает на Тегеран ответственность за последние атаки на коммерческие суда и гражданские экипажи, проходившие через один из ключевых международных морских маршрутов. Удары Ирана по торговым судам в проливе названы вопиющим нарушением меморандума о взаимопонимании. И именно они, по заверению командования, стали толчком к последней серии взаимных ударов. То, что Штаты наносят удары по иранским военным объектам, сообщил и журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Высокопоставленный американский чиновник сообщил мне, что атаки в среду были масштабнее, чем атаки накануне. В числе целей, помимо прочего, были береговые радары корпуса стражей Исламской революции, позиции противокорабельных ракет и системы противовоздушной обороны. Агентство Фарс сообщило, что атака началась около 23:15 по местному времени с ударов по целям в Бендер-Аббасе и Сирике. Взрывы были слышны в Чахбихаре, Канареке, Бушере, Джаске, островах Кешем и Абу-Муса. Активированы системы противовоздушной обороны на юге Ирана. В результате ударов в ряде кварталов Чабахара пропало электричество. Это первый случай попадания снарядов в этот район после заключения соглашения о прекращении огня. В ответ на масштабные удары Соединенных Штатов Иран заявил о готовности к жесткой конфронтации. Тегеран открыто предупреждает, что полностью перекроет Ормузский пролив, являющийся ключевым маршрутом для мировой энергетики. Кроме того, вновь звучат угрозы, что страны Персидского залива станут легитимными целями, если предоставят свою территорию или воздушное пространство для американских операций. Государственное телевидение Ирана также предупреждает о массированном ударе по американским активам в ответ на сегодняшние удары. Вот какие комментарии там звучат. Американцы должны знать, и мы неоднократно об этом заявляли. Если они вновь предпримут какие-либо действия или допустят просчет, если совершат шаги, противоречащие нашим национальным интересам и национальной безопасности, то пусть не сомневаются, их ждет решительный, сокрушительный и болезненный ответ. Мы уже много раз говорили, если они посягнут на нашу национальную безопасность и безопасность нашего народа, то сами не будут чувствовать себя в безопасности, где бы они ни находились в мире. Иранское агентство Тасним заявило, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально объявил о прекращении действия соглашения, подписанного в Исламабаде. В публикации утверждается, что решение Вашингтона стало лишь формальным подтверждением того, что договоренность фактически утратила силу значительно раньше. Авторы материала считают, что соглашение изначально было обречено, поскольку, по их версии, Соединенные Штаты не выполнили взятые на себя обязательства. В связи с этим в агентстве заявили, что объявление о прекращении действия документа лишь официально зафиксировало его фактический конец. Также утверждается, что дальнейшее участие Ирана в соглашении, которое, по словам авторов, Трамп уже официально объявил недействительным, лишено практического смысла. В связи с этим прозвучал призыв к иранским властям окончательно отказаться от документа и тем самым направить Вашингтону недвусмысленный политический сигнал о прекращении любых обязательств в рамках этой договоренности. В иракском городе Кербела прошла масштабная церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаминеи, собравшая 7 миллионов скорбящих. Траурная процессия прибыла в Ирак после прощаний в Тегеране и Куме. Гроб с телом аятоллы провезли по улицам города на грузовике, а в траурной процессии приняли участие люди с иранскими, иракскими и ливанскими флагами. Процессия в Кербеле прошла у мавзолея имама Хусейна, являющегося одной из главных святынь для мусульман-шиитов. Именно во время церемонии стало известно о возобновлении американских ударов по территории Ирана. После этого среди участников процессии зазвучали антиамериканские и антиизраильские лозунги, а также призывы к мести за гибель Хаминеи. Новые удары Соединенных Штатов еще больше усилили напряженность в регионе и придали похоронной церемонии отчетливый политический характер.
Мы пришли сюда ради имама Хаминеи, который противостоял Америке и Израилю, который мы считаем силами неверия. Он единственный, кто противостоял Америке и сказал «нет». Слава Богу, он не сказал им «да». Он сказал «нет». Имам Хаминеи — лидер угнетенных. Он защищал Газу и стоял на стороне мусульман, как суннитов, так и шиитов. Канцелярия верховного лидера Ирана впервые опубликовала кадры разрушенной резиденции Али Хаминеи после совместного удара Соединенных Штатов и Израиля, нанесенного 28 февраля. На 50-секундном видео показаны завалы, искореженные металлические конструкции и обрушившиеся перекрытия комплекса Хусейния имама Хамейни, который примыкает к официальной резиденции аятоллы в Тегеране. Власти Ирана утверждают, что именно здесь Хаминеи находился в момент атаки. Независимые аналитики отмечают, что место съемки подтверждается характером разрушений и деталями, совпадающими со спутниковыми снимками, сделанными сразу после удара. При этом точная дата записи опубликованного видео официально не раскрывается. До 8 июля эти кадры нигде не публиковались, что делает их первой официальной видеодокументацией последствий удара по резиденции Хаминеи. Дональд Трамп во время итоговой пресс-конференции на саммите НАТО в Турции заявил, что занимает первое место в списке целей Ирана для ликвидации. Он подчеркнул, что у него больше нет желания заключать с Тегераном сделку. А новое руководство Ирана, по его словам, может повторить судьбу своих предшественников и исчезнуть. За один день у них были уничтожены все средства противовоздушной обороны. Это не значит, что когда-нибудь они не получат новые самолеты, но сейчас у них ничего не осталось. Все уничтожено. Их руководство ликвидировано. У них были лидеры, их больше нет. Потом появилось новое руководство, и его тоже больше нет. Теперь у них уже третье руководство. Кто знает, может, и они исчезнут. И знаете что? Возможно, и меня не станет. Потому что я для них цель номер один. Об этом пишут повсюду. Я для них главная цель, потому что они — отбросы. Так они себя ведут, и так действуют уже 47 лет. Что изменилось за последнее время? Почему вы изменили мнение о руководстве Ирана? Я лучше их узнал. Я и раньше такое говорил о многих. Если говорить о рациональности, то нынешнее руководство, по-моему, гораздо рациональнее первого и второго уровней. Первый уровень уже исчез, второй тоже. Сейчас это третий уровень. Думаю, они более рациональны. Но, судя по их действиям, за последнюю неделю или две, они не делают ничего полезного для своего народа. И главное, я познакомился с ними поближе и уже не уверен, что вообще хочу заключать с ними сделку. Можно играть в эти игры, но я не уверен, что хочу договариваться. Давайте просто доведем дело до конца. Самое важное, о чем можно говорить, это то, что нельзя позволить безумцам обладать ядерным оружием. Мы это остановили. Это нужно было сделать и в других случаях, с другими странами, но тогда этого не произошло. Я первый в списке Ирана на устранение. Прекрасные люди, а я у них цель номер один. Поэтому не могу вам ничего сказать. Но, честно говоря, меня это не особенно волнует. Я выполняю свою работу и, надеюсь, делаю ее лучше, чем кто-либо прежде, потому что наша страна сейчас сильна и очень успешна. Я говорю об этом только потому, что это есть в их списке. Вчера появился еще один такой список, и я снова на первом месте. Честно говоря, мне больше нравится быть номером один в ТикТок, чем номером один в списке на убийство. Скажите, чего вы ожидаете от европейских союзников, если война с Ираном возобновится? Я не думаю, что война возобновится. Если что-то и произойдет, то закончится очень быстро. Они атаковали пару кораблей, а мы ответили гораздо сильнее. Когда они наносят удар, мы отвечаем в 10 раз мощнее. У нас гораздо лучшее вооружение. Кто-то раньше спросил меня: «Вы думаете, что нанесете удар уже сегодня вечером?» Я ответил: «Возможно». Да, возможно. Но когда они бьют, мы отвечаем. Мы говорим с ними на их языке. Нет, я не думаю, что это перерастет в большую войну. Если что-то и случится, все закончится очень быстро и сделает ситуацию только безопаснее, в том числе для нефтяного рынка. Нефть будет поставляться свободно, без проблем, и все это произойдет очень быстро. Во время пресс-конференции Трамп также заявил, что пока не принял окончательного решения о передаче Турции истребителей F-35. При этом он подчеркнул, что Реджеп Таyyip Эрдоган сделал все возможное и очень помог Соединенным Штатам самыми разными способами. У нас прекрасные отношения с Турцией, и они говорят об истребителе F-35, самолете, и это лучший самолет, и все хотят его получить. И нам нужно принять решение, кому мы его отдадим. Я имею в виду, что мое мнение, потому что он, Эрдоган, опять же, держался в стороне, он небольшой поклонник Биби, и он небольшой поклонник Израиля. Но он держался в стороне от этой войны. Он мог бы очень легко вступить в эту войну, но он этого не сделал по моей просьбе. Он остался в стороне от этой войны. И он был очень хорошим союзником.
Марко Рубио мог бы вам сказать, что у нас очень прочные отношения с Турцией. Это очень большая страна. Она очень сильна в военном отношении. Это вторая по могуществу страна. В НАТО — это страна НАТО. Поэтому, будем ли мы это делать или нет, я еще не принял окончательного решения, но склоняюсь к тому, чтобы сказать: смотрите, он сделал все. Он помог нам во многих отношениях. После пресс-конференции Дональд Трамп покинул Турцию. В Соединенные Штаты он отправился на своем основном борту Air Force One. Несмотря на то, что на саммит он прибыл на новом лайнере Boeing 747, подаренном ему правительством Катара. Сам Трамп заявил, что новый борт сегодня отправится в Европу на одну из баз, где, по его словам, самолет покажут американским военным. Главным итогом саммита НАТО в Турции стало подтверждение единства всех 32 стран-членов Альянса и приверженности принципу коллективной обороны по статье 5 Вашингтонского договора. Союзники договорились выделить Украине 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году и подтвердили готовность предоставить не менее такой же суммы в 2027. Кроме того, президент Дональд Трамп объявил о предоставлении Украине лицензий на собственное производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. В итоговой декларации саммита Россия официально названа долгосрочной угрозой безопасности евроатлантического региона. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс защитит каждый сантиметр своей территории и предостерег Москву от любых попыток проверить решимость союзников. В интервью Reuters после саммита НАТО Рютте также заявил, что не видит необходимости менять свой подход к общению с Трампом, несмотря на критику в том, что он слишком часто хвалит американского президента и недостаточно жестко отвечает на его заявления. В зале царило полное ощущение единства. Иногда люди сомневаются, действительно ли Соединенные Штаты привержены НАТО. Да, привержены. Их обязательства перед Альянсом абсолютно тверды, но я всегда считал справедливым требование Штатов, чтобы европейцы тратили на оборону как минимум столько же, сколько тратят американцы. Именно это мы сейчас и исправляем. И речь идет не только о решениях, принятых на бумаге в Гааге. Уже сейчас европейские страны и Канада увеличивают расходы на оборону на дополнительные 250 миллиардов долларов в течение 2 лет. Штаты это видят. Мы наблюдаем рост производства оборонной продукции. Продолжается поддержка Украины. Но главное даже не это. Было ощущение, что Альянс — это нечто большее, чем сумма его частей. Это единство 32 государств, работающих вместе и формирующих самый сильный оборонительный союз в мировой истории. Давайте обсуждать. Давайте вести дискуссии. Меня никогда не пугает и не беспокоит, когда лидеры открыто спорят. И сегодня все 32 страны, включая Испанию и президента Трампа, особенно президента Трампа, который был центральной фигурой сегодняшней дискуссии, приняли в этом участие. Именно он открыл обсуждение и очень ясно изложил свою позицию. При этом по всем ключевым вопросам ощущалось большое единство. Более того, речь идет не только о конкретных темах, а о самой сути Альянса. Это оборонительный союз, созданный для нашей общей защиты. А как можно говорить о единстве, если публично видны разногласия? Я искренне считаю, что семьи, которые способны открыто обсуждать разногласия и не пытаются замести их под ковер, становятся только сильнее. Ведь если постоянно говорить «давайте не будем это обсуждать, лишь бы сохранить единство», однажды все равно накопившиеся проблемы вырвутся наружу, и тогда будет уже поздно. Поэтому я предпочитаю решать такие вопросы сразу, и мне нравится, когда президент Соединенных Штатов прямо говорит, чего он ожидает. Тогда появляется возможность для открытого разговора и честной дискуссии. А как подобные разногласия могут восприниматься президентом России Владимиром Путиным? Я бы сказал Владимиру Путину, вам тоже стоит чаще обсуждать вопросы открыто. Это делает государство сильнее. Сейчас он увидел, что союзники иногда спорят, иногда даже конфликтуют, но затем снова объединяются. И именно в этом их сила. Это отличительная черта демократий, союзов, основанных на общих ценностях, которые способны объединяться ради общей цели, а не пытаться скрывать каждое разногласие. Мы не замалчиваем проблемы, а обсуждаем их, принимаем непростые решения, ведем сложные дискуссии, а затем вновь объединяемся. Это принципиально отличается от России или Китая, где все якобы зависит от одного всесильного лидера. Хотя, конечно, если бы он действительно был всесильным, ему не требовалось бы столько постоянного внимания к собственной персоне. Можно ли считать разногласия по Ирану исчерпанными? Для меня важно, чтобы если в ближайшие недели президент Трамп или любой другой лидер скажет «давайте обсудим этот вопрос». Мы действительно это сделали, а не пытались любой ценой избежать разногласий. Именно в этом разница между президентом Трампом и другими лидерами за этим столом, с одной стороны, и так называемыми всесильными лидерами в Тегеране, Пекине или Москве, с другой. Не жалеете ли вы, что недостаточно активно защищали европейских союзников в вопросе увеличения оборонных расходов?
Конечно, есть Россия, есть война против Украины. Именно это в значительной степени подтолкнуло европейцев к увеличению расходов на оборону. Но добиться уровня в 5% ВВП, из которых 3,5% базовые оборонные расходы, а также того, чтобы Германия к 2029 году удвоила свои военные расходы по сравнению с 2021 годом, без президента Трампа я не уверен, что удалось бы. И если кто-то делает столь многое для Альянса, он заслуживает признания. На саммите многие критиковали ваш стиль, ваш подход к делу. Как вы к этому относитесь? Они прекрасно знали, кого назначают на эту должность. Я такой, какой есть. Я стараюсь быть справедливым ко всем. Если люди делают правильные вещи, я об этом говорю. Если не согласен, тоже скажу. Возможно, не публично, потому что моя задача — сохранять единство Альянса. Саммит НАТО в Турции многие международные обозреватели уже называют крупной дипломатической победой президента Реджепа Таипа Эрдогана. Во время встречи Дональд Трамп высоко оценил его роль продвижения американских интересов, в частности в Сирии, а также отметил военный потенциал Турции и возможности ее оборонно-промышленного комплекса. Такой тон заметно отличался от критики, которую глава Белого дома адресовал ряду европейских союзников, включая Великобританию, Францию и Германию. Подводя итоги саммита, Эрдоган также заявил об успехах Турции на переговорах и подчеркнул укрепление ее позиции внутри Альянса. Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты в значительной степени сняли введенные ранее оборонные санкции против страны. Как вы знаете, президент Трамп подчеркнул, что позиция нашей страны как принимающей страны была решающим фактором его участия в саммите. Его акцент на нашей личной дружбе также был важен. Это было важно для нас. Я еще раз благодарю моего дорогого друга за его чуткость. Мы являемся одними из крупнейших вкладчиков в операции, миссии и общие фонды НАТО. В эту новую эру для Альянса, которая возвращает коллективную оборону в центр внимания, мы готовы взять на себя большую ответственность за справедливое распределение бремени. У Америки нет санкций против нас. В значительной степени они были сняты. Мой министр национальной обороны сейчас здесь. Мой начальник генерального штаба здесь. Мой министр иностранных дел и вице-президент здесь. Все они лично видят, что эти санкции не применяются к Турции. У нас такой проблемы нет. Если у нас и возникают проблемы, то, к счастью, господин Трамп отвечает нам в течение 24 часов после нашего звонка. На совещании с правительством глава Кремля потребовал немедленно найти решение для поддержки аннексированного Крыма и южных регионов страны, где цены на бензин стремительно ползут вверх, а сама логистика оказалась под ударом. Путин пожаловался, что удары вооруженных сил Украины по российской энергетической инфраструктуре направлены на нанесение ущерба экономике, создание нервной атмосферы в обществе. И также заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет. Прошу оперативно принимать решения. Пока в Турции лидеры НАТО обсуждали безопасность Европы, поддержку Украины и будущее Альянса, Сергей Лавров отправился укреплять российское влияние в Африке. Главной остановкой стал Нигер. В Ниамее состоялся министерский совет в формате «Россия. Альянс государств Сахеля». Лавров провел переговоры с министрами иностранных дел Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Стороны наметили новые этапы сотрудничества, включая готовность России содействовать развитию местной промышленности и координировать внешнеполитические курсы. Лавров также пообещал поддержку объединенным силам Альянса, а также дальнейшее развитие военного сотрудничества. После того, как Франция и другие западные страны свернули свое военное присутствие в регионе, Кремль активно занимает освободившееся пространство, предлагая оружие, обучение и политическую поддержку. Крупнейший государственный телеканал Венгрии М1 прекратил выпуски новостей и принес извинения зрителям за годы лжи. В 16:00 трансляция канала М1 была прекращена. На экране появилось обращение к зрителям. Общественные СМИ не могут врать. Мы извиняемся за то, что делали это столько лет. Общественные СМИ сейчас трансформируются, чтобы быть независимыми и авторитетными в будущем. Служба новостей временно приостановлена. Следите за обновлениями, говорилось в тексте на экране. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал это событие историческим в своем Facebook. О прекращении финансируемой государством партийной пропаганды в общественных СМИ его партии ТИСА говорили еще во время предвыборной кампании. Флагманом пропаганды партии Фидес в медиахолдинге был именно канал М1, реорганизованный в новостной канал при правительстве Виктора Орбана.
Во время второго забега с быками на фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне пострадали 3 человека. По данным экстренных служб, один из участников получил ранение рогом и был доставлен в больницу. 6 быков пробежали по традиционному маршруту через узкие мощеные улицы исторического центра города. Стадо держалось плотной группой, а сотни бегунов пытались удержаться впереди животных, периодически прижимаясь к стенам или покидая трассу. Забег завершился на городской арене, где быков встретили организаторы. Фестиваль Сан-Фермин ежегодно проходит в начале июля и продолжается неделю. Каждый день здесь устраивают новые забеги с быками, которые привлекают тысячи участников и туристов со всего мира, несмотря на высокий риск получения травм. Каждое лето на побережье тайваньского города Тайнань тысячи самок мангровых сухопутных крабов отправляются к морю, чтобы отложить икру. На пути им приходится преодолевать дорогу, бетонную дамбу и приливный канал. Чтобы помочь животным добраться до воды, местные волонтеры на время миграции перекрывают движение автомобилей. А через канал они построили небольшой бамбуковый мост, по которому крабы могут безопасно перейти, не погружаясь в воду. Добровольцы также считают крабов, помечают отдельных особей и собирают данные для наблюдений. По их словам, такие меры помогают лучше понять состояние популяции и сократить число животных, погибающих под колесами машин. В национальном парке Тайцзян говорят, что за последние годы количество замеченных мангровых крабов выросло более чем вдвое, с примерно 5 до свыше 10 тысяч особей в год. По словам специалистов, эти крабы играют важную роль в экосистеме. Они перерабатывают опавшие листья, возвращая питательные вещества в почву, что помогает сохранять прибрежные мангровые леса.